Сегодня мы заходим на территорию, где физика встречается с чистой биологией. Вы наверняка это чувствовали. Садишься в одну машину, включаешь трек, и по коже бегут мурашки, а сердце начинает биться в такт. Садишься в другую, где баса, казалось бы, еще больше, и через 5 минут хочется выйти, потому что начинает раскалываться голова. Впрочем, как и от баса в машине, которая рядом в потоке. Почему бас может быть как наслаждением, так и мукой? И могут ли аудиосистемы вызывать привыкание в самом лучшем смысле этого слова? Привет, я Алекс. С вами, как всегда, глубокий инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. А я Эмилия. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. А теперь поехали! Алекс, ты затронул очень тонкую тему. В маркетинге аудиосистем чаще говорят о ваттах, давлении и цифрах на коробке, но почти никогда о комфорте восприятия. А ведь именно здесь проходит граница между премиальным звуком и утомляющим грохотом. Наша задача сегодня разобрать эту эйфорию баса, понять, что именно происходит с нашим телом и мозгом, когда мы не просто слышим, а буквально чувствуем низкие частоты. Давай сразу проясним главный вопрос. Эйфория от баса – это просто личное впечатление? Или все-таки нечто, что можно описать и измерить? И то, и другое. С одной стороны, мы действительно можем измерить параметры аудиосистемы, гармонические искажения, временные задержки, фазовые согласования. Особенно важно это именно в области баса. С другой, сами по себе цифры не решают, как отреагирует человек. Один и тот же бас в машине у одного вызывает удовольствие и ощущение «вау», а в другого — напряжение и усталость, потому что мозг в этот момент делает выбор — воспринимать сигнал как приятный стимул или как угрозу. То есть либо наслаждение, либо стресс. Именно. Когда бас чистый, собранный и контролируемый, активируются системы вознаграждения, в том числе дофаминовые механизмы, и мы ощущаем подъем, вовлеченность, даже мурашки по коже. Но если бас избыточный, размазанный или навязчивый, включается другая реакция – защитная. Организм напрягается, возрастает утомление, может появиться головная боль. Важно понимать, это не мистика и не тонкий слух, это нормальная работа нервной системы, которая постоянно оценивает, комфортно нам или нет. А почему для разных людей по-разному звучит? Причины смешанные, и психологические, и физиологические. У всех разный слух, разная чувствительность к низким частотам, разный опыт и даже разное состояние в данный момент. Поэтому один и тот же бас для одного удовольствие, а для другого перегрузка. То есть со временем может понадобиться все больше баса, чтобы почувствовать тот же эффект? Да, это обычное сенсорное привыкание. Мозг повышает порог реакции, и именно в этот момент многие начинают путать удовольствие от музыки с потребностью все более сильном стимуле. Парадокс в том, что естественный бас не заставляет организм привыкать, чтобы его выдерживать. Он не давит, не утомляет и не требует увеличения громкости. Он просто остается комфортным. Давай начнем с мурашек. Откуда они вообще берутся? Ведь это явно не просто звук в ушах. Верно. Низкие частоты обладают особым свойством – большой длиной волны. Например, звуковая волна частотой 40 Гц имеет длину больше 8 метров. Поэтому такой звук мы воспринимаем не только слухом, но и всем телом, через давление воздуха, кожу и мышцы. Это связано с работой соматосенсорной системы, той части нервной системы, которая отвечает за телесные ощущения. Именно поэтому бас мы не только слышим, но и чувствуем. Низкие частоты сопровождали человека всегда – в гуле грозы, шуме водопадов, раскатах далеких природных явлений. Такие звуки ассоциировались с чем-то большим и мощным и вызывали сильную эмоциональную реакцию.
В хорошо настроенной аудиосистеме это ощущение масштаба может превращаться в чувство уверенности, вовлеченности и даже удовольствия. Но тогда возникает вопрос. Почему от одной системы прет, а от другой буквально тошнит? Что организм чувствует по-разному? Ключевая разница в качестве баса. Здесь важны нелинейные искажения и временная согласованность, в том числе групповая задержка между сабвуфером и основной акустикой. Гармонические искажения, перегрузка баса, отвратительное дребезжание конструкций – все это утомляет, особенно искушенный слух. То есть головная боль — это своего рода сигнал перегрузки? Да, это не признак плохого слуха и не вопрос вкуса. Чаще всего это реакция нервной системы на избыточный, неструктурированный звуковой поток. Плохой бас — это хаос. Диффузор продолжает колебаться, когда сигнал уже закончился, возникают гул и размазывание атаки. В качественных системах используют легкие и жесткие диффузоры из композитных материалов или карбона. Они быстро двигаются и также быстро останавливаются. В результате бас получается собранным и точным, так называемым сухим и панчевым. Он ощущается телом, создает прилив энергии и эмоциональный отклик, но не перегружает нервную систему лишним шумом. Друзья, напишите в комментариях, испытывали ли вы когда-нибудь дискомфорт от громкой музыки, от баса? Как именно это проявлялось? Усталость, давление, головная боль? Очень интересно сравнить ощущения. Хорошо, с физиологией разобрались. Теперь давай про железо. Я часто вижу одну и ту же логику. Куплю сабвуфер побольше, усилитель помощнее и будет счастье. Но в реальности это ведь так не работает. Совсем не так. В премиальном аудио нас интересуют не цифры мощности на коробке, а контроль над звуком. Если упрощать, есть два подхода, о которых часто говорят в автозвуке – SPL и SQ. Это не строгие научные термины, а скорее разные философии. SPL – Sound Pressure Level – это про количество. Максимальное звуковое давление – эффект, когда все вокруг буквально вибрирует, волосы развиваются – это зрелищно, это спортивно, и для многих тоже форма эйфории. SQ – Sound Quality – это про качество. Когда бас читаемый, структурированный, когда ты различаешь атаку, текстуру и даже нюанс инструмента в самом нижнем регистре. А можно совместить оба мира, чтобы было и мощно, и чисто? Можно, но это сложно, дорого и требует точной инженерии, в первую очередь правильного акустического оформления. Закрытый ящик. Он дает быстрый, собранный и точный бас. Отлично подходит для живой музыки, рока, джаза. Такой бас легко контролируется и редко утомляет. Фазоинвертор. Он позволяет получить больше отдачи на самых низких частотах и сильное физическое ощущение удара. Отличный вариант для электронной музыки и хип-хопа. Но при плохой настройке порт может гудеть на одной ноте, и вместо удовольствия появляется усталость. Я часто вижу, как люди выкручивают бейс-буст на максимум. Это ведь почти гарантированный путь к проблемам. Да, это прямой путь к искажениям. Производители указывают номинальные режимы работы, где искажения минимальны, но на практике систему часто загоняют за эти пределы. В результате возникает клиппинг – ситуация, когда усилитель не справляется и начинает обрезать пики сигнала. Диффузоры динамиков выходят за механические пределы, которые держат нелинейные искажения в узде. Вибрации окружающих предметов и прочих элементов становятся значительными. Плавная форма волны искажается, звук становится жестким, резким и утомляющим. Для слуха это ощущается как агрессивный, ломанный бас. Именно такие искажения чаще всего приводят к быстрой усталости и головной боли, не из-за громкости, а из-за перегрузки нервной системы. При этом молодым слушателям такой звук нередко нравится, но с ростом опыта прослушивания предпочтения часто меняются. Давай перейдем к самому интересному – настройке. Ты сказала, что бас должен звучать со стороны капота, но сабвуфер ведь стоит в багажнике. Как это вообще возможно? Это уже не магия, а работа цифровых процессоров, DSP.
В автомобиле слушатель сидит не по центру, как в домашнем хай-фай, а так. Левый динамик ближе, правый дальше, сабвуфер вообще сзади. А еще в машине обычно 4-5 посадочных мест, и у каждого своя геометрия прослушивания. Без DSP звук действительно рассыпается. Сигналы от разных динамиков приходят к ушам в разное время, и мозг мгновенно чувствует несостыковку. Целостный образ рушится, и удовольствие исчезает. То есть мы буквально обманываем мозг, заставляя его поверить, что весь звук идет спереди? Скорее мы ему помогаем. С помощью DSP мы выравниваем время прихода сигнала, обычно задерживая ближние динамики на несколько миллисекунд. В результате сигналы синхронизируются по времени и фазе, формируя устойчивый фронт сцены. Он формируется перед слушателем, а не размазанный по салону. А что тогда слышат пассажиры? Ведь невозможно настроить звук идеально для всех одновременно. Это правда. В автозвуке всегда есть приоритет. Как правило, система настраивается под место водителя. Именно там достигается максимальной точности сцены и фокусировки образов. Пассажиры слышат более компромиссную картину. Сцена может смещаться, глубина и локализация упрощаются, но баланс и тембры остаются корректными. Хорошая настройка — это когда для водителя звук выдающийся, а для остальных просто очень хороший, без явных искажений и дискомфорта. Да, когда временная и фазовая согласованность настроены правильно, возникает важный эффект. Сабвуфер перестает восприниматься как отдельный источник. Ты не слышишь бас сзади, ты ощущаешь плотное, собранное звуковое пространство перед собой. Именно в этот момент и появляются мурашки. А что насчет самого салона? Ведь машина — это, по сути, металлическая коробка, которая сама по себе резонирует. Именно. И это один из главных врагов хорошего звука. Стоячие волны, резонансы панелей, дребезг обшивки – все это добавляет паразитные призвуки и разрушает детальность. Если дверь вибрирует в такт баса, мозг слышит не музыку, а хаос. Это сильно меняет звук и нежелательным для нас образом. Поэтому качественная аудиосистема начинается не с динамиков, а с виброизоляции. Наша задача – максимально снизить нежелательные резонансы и сделать салон акустически более покойным. Только тогда DSP и акустика начинают работать по-настоящему эффективно. Есть расхожее мнение. Hi-Res нужен для тарелочек, реверберации, воздуха. А басу все равно, он же низкочастотный. Правда? Это очень распространенное заблуждение. Бас — это не только частота, но и время, а именно временная точность сильнее всего выигрывает от высокого разрешения. Поясни. Когда мы говорим «бас», большинство представляет себе просто давление, что-то большое и тяжелое. Но мозг считывает бас в первую очередь по атаке. Как быстро начинается удар, насколько четко он обрывается, есть ли хвост, или все превращается в кашу. И вот здесь вступает в игру разрешение сигнала. Чем точнее описан сигнал во времени и по уровню, тем легче ЦАПу и усилителю воспроизвести быстрые переходы без смазывания. То есть разница не в том, насколько низко уходит бас, а в том, как он двигается. Именно. Хороший Hi-Res не делает бас больше, он делает его собраннее. Ты начинаешь ощущать не просто удар, а форму удара, особенно начало, но и его тело, спад, если бас насыщен средней и высокочастотными компонентами. Это может быть особенно важно для электронной музыки. Бас перестает быть гулом и становится музыкальным. Но ведь многие слушают Hi-Res и говорят «разницы не слышу». Потому что Hi-Res сам по себе не гарантия результата. Важно, как этот файл подготовлен и под что именно он воспроизводится. У каждого ЦАПа есть своя внутренняя архитектура — фильтры, апсэмплинг, особенности обработки. Если подать файл как есть, ЦАП все равно будет его пересобирать под себя, иногда не самым оптимальным образом. То есть часть работы можно сделать заранее? Да. Когда аудиофайл грамотно и неторопливо оптимизирован под конкретный ЦАП с подходящими битовым разрешением и частотой, без лишних пересчетов на лету, система может зазвучать чище. Например, можно использовать такой точный инструмент, как программа аудиоконвертера AUI-конвертер. Это не про улучшение звука, а про поиск наилучшего режима твоего ЦАПа или музыкального устройства со встроенным цифроаналоговым преобразователем.
По сути, ты просто даешь ЦАПу более удобный материал для работы. И вот тогда разница в звуке становится очевидной. Все зависит от устройства, записи и опыта слушателя. А вот если аккуратно готовить свои аудиофайлы под конкретную систему через программы-аудиоконвертеры, то апгрейд железа может показаться не таким уж и срочным. Может и так. Не исключено, что вы еще не выжили все из имеющейся аппаратуры, особенно если это не дешевая техника. Получается, Hi-Res — это не про цифры в плеере, а про контроль? Абсолютно. Про контроль над временем, фазой и динамикой. А бас — один из индикаторов этого контроля. Подробнее об оптимизации аудиофайлов можете почитать по ссылке в описании к этому видео. Мы много говорим о динамиках, настройке, DSP, но есть ощущение, что мы обходим стороной одну скучную, но важную тему — питание. Разве это не просто провода и аккумулятор? Вот именно поэтому его и недооценивают. А на самом деле питание — это фундамент всей аудиосистемы. Если он слабый, никакие дорогие компоненты не спасут звук. Усилитель — это не усилитель громкости. Это устройство, которое в реальном времени берет энергию из бортовой сети и превращает ее в движение диффузоров. А музыка — штука импульсная. Сейчас тихо, а в следующий момент резкий удар бас-бочки, требующий кратковременного, но очень большого тока. И если питания не хватает? Происходит самое неприятное. Напряжение проседает, усилитель теряет контроль над динамиком, и бас становится вялым, резиновым. Формально звук есть, но ощущение силы и собранности исчезает. То есть проблема не в громкости, а в контроле? Именно. Хорошее питание — это не про громче, а про точнее, про быстрый отклик, четкий старт и остановку диффузора. Музыка перестает тянуться за усилителем, она звучит уверенно и спокойно. Но ведь в машине уже есть аккумулятор и генератор. Разве этого недостаточно? Для штатной аудиосистемы — да, но когда появляются мощные усилители, особенно сабвуферные, нагрузка возрастает в разы. Генератор не всегда успевает, а аккумулятор начинает работать в стрессовом режиме. Поэтому в серьезных системах уделяют внимание всему тракту питания. Толстые силовые кабели с низким сопротивлением, надежные массы, дополнительные аккумуляторы, иногда апгрейд генератора. Это не тюнинг ради тюнинга, а способ обеспечить стабильность. А конденсаторы, их часто ставят для баса. Конденсатор не волшебная таблетка. Он может сгладить кратковременные пиковые нагрузки, но не заменит слабый аккумулятор или тонкие провода. Если база питания плохая, конденсатор лишь маскирует проблему, но не решает ее. И как это ощущается на слух, когда все сделано правильно? Звук становится спокойным. Даже на высокой громкости нет ощущения напряжения, бас не проваливается. Ты чувствуешь запас, как будто системе легко играть то, что ты от нее просишь. Именно поэтому питание – самая неблагодарная часть автозвука. Его не видно, им особо не похвастаешься. Но именно оно определяет, будет ли система звучать уверенно или просто громко. Мы много говорили об удовольствии, но давай о приземленном. Громкий бас — это часто конфликт с окружающими. Абсолютно. Мы должны помнить о нормах тишины. Эйфория не должна превращаться в нарушение спокойствия других людей. Хорошая система — это та, которая звучит невероятно внутри, но значительно тише слышна снаружи. Благодаря шумоизоляции, вибродемпфированию и правильной интеграции сабвуфера в салон мы можем добиться того, что водитель получает свой дофаминовый удар, не нарушая покой жителей домов вокруг. Также важно помнить про честность. Когда обещают 1000 ватт за копейки, это преувеличение. Настоящий бас требует качественных компонентов, которые стоят своих денег. Что ж, подведем итог. Настоящая эйфория баса — это не про громкость, это про точность, отсутствие искажений и правильную временную коррекцию. Правильное чувство баса появляется только с опытом, наслушанностью. Неопытный слушатель поначалу может и не понимать, о чем здесь речь, быть в плену незамысловатых ощущений от просто громкого звука, зрелищности всего этого. Да, но если у вас болит голова, ищите искажения или фазовые ошибки. Если у вас мурашки, поздравляю, ваша система настроена профессионально. Помните,
Звук в машине — это ваше личное пространство, ваш храм эмоций. Относитесь к нему ответственно. Спасибо, Эмилия. Это было очень глубокое погружение. Читайте статьи по ссылкам в описании. Слушайте хорошую музыку. А с вами были Эмилия и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory и разработчика программы конвертера аудиофайлов для профессионалов и взыскательных меломанов AUI Converter. Ставьте лайки, задавайте вопросы и делитесь своими мыслями и опытом по теме ролика в комментариях. Особенно если вы профессионал или страстный любитель автозвука. Комментарии помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. Поставьте лайк, чтобы сделать это видео ближе тем, кто, как и вы, ищет ответы. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречен.